Ролик непростой, поэтому сразу за дело. Вы подумали, что я буду постоянно делать обзоры персонажей FNAF? Как бы не так, я буду делать разные обзоры. И сегодня обзор одного из коварных пожирателей. У вас ведь нет сомнений, что пожиратели – это мой конек, верно? Уж тут я собаку съел. Знаю о них все. Нет, пожалуй, не все. Есть еще много неизвестного. Короче, обзор горки пожирателя из пластилина. Наверное, раз она горка, а слово горка женского рода, то правильнее будет сказать горки пожирательницы, да? Ха-ха-ха-ха. Несколько слов о методике поиска роликов для обзора. Я делаю просто. Впрочем, незначительных деталей раскрывать не буду. Это мой маленький секрет. Может, как-нибудь позднее. Итак, сегодня в обзор попали, как и в прошлом ролике, 10 каналов. Поехали! На 10-м месте горка с канала «Пластилиновая лепка». Кто автор, неизвестно, поскольку никакого рассказа нет. Монтаж и съемка вполне себе, но ракурс один, план тоже один. Играет музыка. Никаких эффектов, никаких неожиданностей. Все простенько и незатейливо. Горка на уровне. Правда, не могу сказать на каком. Одно дело, если ее лепит начинающий скульптор, и совсем другое дело, если мастер с опытом. Но автор, конечно, не мастер. Я имею в виду мастера с большой буквы «М». Уверен, что у автора впереди большое будущее. Если, конечно, он не будет лениться и развивать свои блогерские способности. На 9-м месте ролик канала Полина Ев. В этом ролике нет недостатков в смене ракурсов, поскольку автор довольно интенсивно крутит телефоном. Или что там он еще использует для съемки. Процесса лепки мы не видим, поскольку это, можно сказать, игровой ролик. Ну и ладно, пластилиновая горка-то есть. Вокруг горки происходит суета, мама с дочкой, фигурки лего, движуха по полной программе, никакой музыки. Да она и ни к чему, потому что раздаются крики, эмоции. Да, кстати, этот ролик детский, специально для детей. И горка тоже получилась детская. Детишки останутся довольны. На 8-м месте ролик о горке пожирателя с канала ИСА. Автор канала мальчик Илья. А помогает ему папа Василий. Я, кстати, лично знаком с этими прекрасными людьми. Илья специализируется на лепке танков. Почему он вдруг захотел слепить горку? Наверное, для разнообразия. А поскольку он специализируется на танках, то процесс лепки в ролике не изобразил. Да и ролик, собственно говоря, короткий и прикольный. Илья, если вдруг захочешь лепить еще каких-нибудь пожирателей, обращайся за консультацией ко мне, хоррор-мейкеру. На 7-м месте канал Артмен, то есть человек искусства. Добротная съемка и монтаж, хорошая картинка. Но один ракурс, один план. Играет музыка. Съемка ускоренная. Видно, что автору жалко выбрасывать с таким трудом отснятые кадры. Но иногда возникает диссонанс. Кадры быстро мельтешат, а музыка становится спокойной и даже медленной. Нет никакого рассказа, никакого пояснения. Что за фигурка? О чем это все? Видимо, ролик рассчитан только на поклонников лепки из пластилина. 6-е место занял ролик канала «Невероятные приключения Матвея».
Начинающий скульптор Матвей очень интересно и задорно рассказывает о горке-пожирателе, о том, какую опасность она может представлять для тех, кто случайно попадет к ней на зубы. Музыки нет, зато поют птички, и это прикольно. Наверное, у Матвея по комнате летают попугаи, а может канарейки или дрозды, или еще кто-нибудь. Я не специалист по птицам. Но пение слышно, класс, оригинально. Свою историю Матвей рассказывает без листа, а просто по ходу лепки. Здорово! Разговаривает со зрителями. И все так естественно и непринужденно. Да и креативом Матвей не обделен. Горка может продвигаться в разные города. Молодец, коллега! Успехов тебе! На пятом месте оказался ролик канала «Видеолепка». Маэстро лепки Роман сделал все великолепно, как всегда. Четкая и понятная картинка, правильная и очень приятная манера рассказа, прекрасное объяснение всего процесса лепки. Поклонники видеолепки в первую очередь, те, кто хочет научиться лепить, а также те, кому лень прочитать информацию о горке-пожирателя на других ресурсах, останутся довольны. Роман говорит, что этот монстр, горка-пожиратель, самая сложная фигурка из всех персонажей Тревора Хендерсона. Позвольте не согласиться. Как по мне, едва ли не самая простая фигурка. Уж я-то знаю, кого только из треворских я не лепил. Четвертое место в нашем рейтинге занял ролик канала «Лепка ОК». Мы все знаем, что Камила – монстр своего дела. В хорошем смысле. Настоящий профи. Прекрасно объясняет весь процесс лепки. Демонстрирует несколько ракурсов и планов. Все на уровне. Но то, что мы слышим в рассказе, практически один в один повторяет то, что мы слышим в рассказах других авторов. В частности, у Романа на видеолепке. Такое впечатление, что кто-то у кого-то что-то содрал. Или, возможно, все использовали информацию из одного источника. И это, безусловно, обедняет ролик. Да и горка получилась совсем не страшная, хотя и немного криповее, чем у Романа. Так. Добрались до призеров. Третье место в рейтинге прочно занял ролик автора канала Лепка.ру. Автор всем говорит решительное здрасте. Этому ролику есть чем гордиться. Анимация, футажи, раздаются какие-то звуки. Хорошие съемки и монтаж. Хорошая музыка. И без изюминки не обошлось. Много юмора. Рассказ интересный. Тут тебе и про саму горку-пожирательницу, и про собаку Марусю немного. Без креатива не обошлось. Горка кого-то сожрала. Это видно по результату лепки. Понимаю, что автор, с одной стороны, хочет немного попугать детишек, переходя время от времени на бас, а с другой, как-то не совсем страшно. Не та музыка, не тот настрой.
Тем не менее, 3-е место. Поздравляшки! А вот со 2-м и 1-м местом целая проблема. Его поделили между собой 2 канала – Лепка Шоу и Димия Лепка. С автором Лепки Шоу имею честь быть знакомым лично. Мы даже знаем друг друга, что называется, в лицо. С автором Димия Лепки, к сожалению, лично не знаком. Но с творчеством Галины еще как знаком. Итак, слева вы видите ролик Алексея, а справа ролик Галины. Что я о них скажу? Да все просто классно. И съемка, и монтаж, и озвучка, и история интересная. Галина интересно рассказывает о моем дружбане, о Треворе. И умудряется, кроме демонстрации фигурки, продемонстрировать еще и фрагмент своей сиамской кошки. А Леха, который раньше крафтил, вообще бодрячок. Приятно слушать. Там тебе и анимация, катающиеся с горки космонавты Эмонас. Но космонавтов, увы, горка-пожиратель в конце концов сожрала. Мои соболезнования, Алексей. Что поделаешь, на то она и пожиратель. А лепка-то у Леши непростая. Он лепит из полимерной глины, которую запекает в печке при 120 градусах по Андерсу Цельсию. А у Галины горка стоит на газоне с травой. В общем, все круто. Интересно, креативно. Рад за вас, друзья. С чемпионством вас. Главное, не теряйте бдительности. А то глазом не успеете моргнуть, а на 1-м месте уже Давид или Матвей. Или Пластилишка. Хозяин, и не надоело тебе? Роман, Камила, Алексей, Галина, что они тебе дались? То ли дело ты, хоррор-мейкер? Не скажите. Я у них тоже многому учусь. Век живи, век учись.